Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем первую на сегодня пресс-конференцию после партии Бориса Гельфанда и Вишванатана Ананда, завершившейся в ничью. Сейчас игроки расскажут нам о течении этой партии. Что рассказать? Ну, до какого-то момента мы повторяли партию, которая у Виши была в этом турнире с Максимом Вашхель-Агравом. Ну, вариант известен у нас. В матче на первенстве мира он встречался в тайбрейке. С тех пор стали чаще играть. Я Б3 ходил вот тут. Ну, а тут сегодня последний тур. Все-таки хотелось играть так солидно, чтобы без большого риска. Поэтому выбрал этот вариант. Bishop E7 you played, yeah? Yeah, against Russia. So. Да, играл слон Е7 и Виши. Ну, слон F8, наверное, точнее. Там, потому что где-то ладья Е1 слон попал под бой. Тут уже ладья Е1 как бы смысла нет. Пришлось сбить. Слон d4, да, конь Е8, ладья С1, да, король F1, все естественно. Ну вот тут, мне кажется, черные как немножко неаккуратно сыграли. Может, король F8, или, наверное, самый простой ход был подвести короля, потом H5 как-то. F6, никаких проблем нету. Yeah, I should have played King F8. I was actually considering it, and then I for some reason decided that Knight C7, Rook D1, Knight E8. I was threatening Rook C8, but. Yeah, let me just finish. And I thought it didn't matter anyway. But of course, King F8, King E7, once you bring the king, and once black has an extra piece, then he can never be in danger because suddenly I can challenge on the C file, on the D file, everywhere. Виш сказал, действительно, король F8 более точный ход. Он собирался так играть за доской, но потом решил, что вот конь C7, конь E8 ведет к тем же позициям. Что было неправильно. Да, после слон Е3 возникли проблемы, А6 и конь H4. Грожу пойти конем на F5, все-таки уже тут надо защищаться аккуратно. Слон Е5, да, такой ход, наверное, еще, держал, но уже неприятно. Ход в ход, ладья D8. Yes, but I thought take King E2 simply. And, I thought G4. Oh, G4, yeah, correct. But G4, Knight F6 somehow. You managed to hold, then H5 next move. Okay, F3? F3, H5. H3? Yeah, but then taken G6. Knight D6? Knight D5, so B5. But I just thought your king will be further ahead, and Yeah, that's what I mean, hoped. it's probably a draw. Yeah, but Bishop. Whenever White has a slightly more advanced centralized king, Black will have to sit and wait for a while. Да. Могли быть неприятности. А тут, конечно, конь F5, наверное, чуть точнее был, но все равно конь F6. Да, хорошо. Ладья D8, вот этот вот вариант. Борис предложил слон c7, конь f5, ладья d8. Виши, однако, сказал, что, видимо, этот эндшпиль, он оценивал его к выгоде белых, считая, что король первым приходит в гущу сражения, и, скорее всего, ничья, но да, неприятно что, для да, конечно, я надеялся еще тут. Are you sure that G5 doesn't work? That you Knight D5? G8? When? No, G5. No. G5 here, I think you take. And King F8. And then G6. Yeah, but Knight D6 is also coming. B5. Bishop E7. And Bishop E7. Because this pawn is weak, we'll get it, I thought. Yeah. Ну, а тут, конечно, вот такой вариант. Ну, все равно, наверное, мне без B3 не обойтись. Примерно к тому же бы и свелось. The funny thing is, instead of Knight F5... Может быть, я вот тут мог бы так пойти. Yeah, instead of Knight F5, if you play Knight F3... No, sorry, B3, Knight F6. Now if he plays Knight F3, Yeah. Bishop C7, we could have got this in the game had I played A6, B3. Except now it's white to move there, it will be black to move. I mean, we can start again with Rook D1, Knight E8 or something. But obviously the knight has to go to F5. Да, Виш сказал, забавно, мы могли получить точно такую же позицию при другом порядке ходов и с очередью хода черных. Как бы ничего существенного, просто забавный факт об этой партии. And maybe Boris will show the interesting moment on move 32. So. Yeah. И вот тут еще последнее, что вот тут, если конь F5, H3, ладья E8, король E2, ну, H5, да? And G6. Да, и G6, да, немножко. А вот тут, да, ну, G6 не обязательно ход, то возможно. Да вот тут как бы вот сразу форсирует игру, а последний шанс был такой, наверное. Так, ход D6, ладья E7.
Но дальше не подойти, потому что ладья b8. Можно уже тут и в контратаку переходить, там, потом конь e4. Или даже, может быть, сразу лучше конь e4, да? Ну, ладья d2 с идеей конь e4. А можно Yeah, I просто think rook пойти d2 b5. is more accurate because I'm threatening knight g4 and knight e4. And if f3, then knight d5 is coming, so everything is... Тут проблема в том, что пешку никогда нельзя выиграть, потому что будет связка. То есть, поэтому тут уже реально конь d6 как предложение ничьей. Да. Какие-нибудь вопросы? Интересно, чтобы оценить свое состояние в ленинградской части турнира, насколько Санкт-Петербургская часть турнира оказалась интересна для наших многоуважаемых гостей. Получили ли они удовольствие, влияла ли на них эта атмосфера, все-таки дворец и так далее. Не совсем обычная, может быть, атмосфера. Может быть, ответят любезно два участника этого поединка. Ну, я могу начать, да, чтобы раз по-русски. Ну, конечно, влияло это, в принципе, праздник для всех шахматистов, которые принимали участие в турнире, для любителей шахмат, что турнир проводился и в таких замечательных местах. Лувр, Русский музей. Об этом можно было только мечтать, и лучшего места, конечно, не придумать. Конечно, для нас это большой праздник, и в таком дворце играть одно удовольствие. Климат не влиял, нет? Ну, климат, ну что делать? Должны приспосабливаться. В Лондоне турнир претендентов играл я месяц назад, там похуже было. Хотя, конечно, снежок где-то в конце апреля не очень привычно. Ну, вот тут и был, да, я имею в виду, да. Там в марте, а тут в апреле. Да, доволен в целом. Ну, давайте, Виша, ответить на вопрос, да. Well, I enjoyed it very much. Actually, to be honest, I think the atmosphere was, I mean, the excitement of the spectators and so on was much higher here than in Paris. And I liked it a lot. And also to play in this gallery is pretty impressive. So tomorrow I have some time, so we are planning to spend the morning at least 3 or 4 hours seeing something. But of course, there's too much to see, so we'll have to pick something. But I'm looking forward to that as well. But in general, the atmosphere here was fantastic. Мне все очень понравилось. Честно говоря, должен сказать, что зрители в зале реагировали более бурно, острее, чем в Париже, и мне это тоже по душе. Место, конечно, замечательное. Завтра у меня будет время, и мы собираемся потратить 3-4 часа, по крайней мере, на то, чтобы осмотреть город. Ну, конечно, тут слишком много всего надо смотреть, придется выбирать. В целом, все очень понравилось. Viswanathaну Ананду, комментируя вашу партию, Геннадий Сосонко сказал довольно быстро, что вы отказались от мысли победить, что ли, и согласны были на ничью. Скажите, пожалуйста, у вас перед началом партии все-таки была мысль о том, чтобы, учитывая турнирную ситуацию, попытаться играть на победу черными? Well, the point is he chose a solid line. I mean, against e5, there are very, very interesting positions that can happen, but against this particular ending, there's not much. I mean, I just chose the Mehran, and the sideline, well, I prepared it for this tournament. I haven't, I didn't prepare the other lines exactly for this tournament, so it was a tough choice. The other thing is, of course, there was this danger that Boris would go for this, but to be honest, I spent more time checking the Catalan and stuff. So I hadn't really counted on this happening.
I mean, with hindsight, it seems obvious to me that given the tournament situation, this would be quite attractive for him because he gets to press a little bit without any risk. But like I said, actually, I even guessed on the Catalan, so I spend more time there. And okay, what can you do? This line, it's tough. But our game in Moscow was more interesting in the tiebreak, I think. Дело в том, что я готовил дома, больше смотрел каталонское начало, ожидал его от Бориса. А вот в славянской я подготовил вариант с Е5 к турниру, другие варианты не готовил. И, конечно, выбор Борисом этого окончания, можно сказать, был очень удачным для последней партии, для турнирной ситуации. Он получает без всякого риска позицию, в которой имеет небольшое давление. И вот действительно ничего не мог сделать. Белые выбрали крепкий вариант. A question for Vichy. From all the top players, you seem to be having the toughest schedule in these months with many tournaments. Can you say something about your motivation to play so much in a row and how you will be coping with it, which for many other players they seem to have decided that it could be too much? Okay, well, in a sense, I have the heavier schedule. It's partially because in last year after the match, I was really looking forward to playing in Basna because I didn't want this situation where I'm just sitting and waiting for many months for a tournament. But then at the last minute, Basna got postponed. Well, at that point, it seemed like cancelled and then postponed. So later in the year, when the invitations started to come in, I kind of just accepted every single one without debating it too much. I mean, I'd already accepted Norway, and then these two came together, which again didn't seem like something I should really turn down. And at that point, even the match was a bit more abstract. I mean, it was supposed to be end of this year, but I didn't really know what was going to happen. So I figured that I would play these tournaments in a row. I'd been looking forward to playing more chess anyway. It's a slightly tough schedule, but I think it's also nice because I get a chance to play a lot, and anyway, after that, I'll have time to train. Переведу вопрос-ответ. Вопрос от Питера Докерса по поводу очень тяжелого расписания, с которым сейчас пришлось столкнуться всем ведущим игрокам, и в том числе Више, который играет 3 супертурнира подряд в очень сжатые сроки. Как он находит мотивацию играть в шахматы? Више сказал, что по сравнению с игроками, участвовавшими в турнире претендентов, он находится, может быть, в чуть лучшем положении, потому что у него больше... они находятся в лучшем положении, потому что у них чуть больший перерыв, но на самом деле тот турнир тоже был очень важный, изматывающий, поэтому, наверное, все в равных условиях. А что касается того, почему он выбрал все 3 супертурнира, не отклонил ни одного предложения, он очень соскучился по шахматам, хотел чаще играть после матча на первенство мира. И уже у него было соглашение с норвежскими организаторами, когда он получил приглашение в этот турнир и также в Мемориал Таля. Ну а приглашение в Мемориал Таля и Мемориал Алехина, они из тех, от которых отказаться невозможно. Еще вопросы? Вопрос Борису Гельфанду, как человек, который славится умением спасать тяжелые позиции. Знаю, что вы болельщик Барселоны. Барселона сумеет сегодня спастись и выйти в финал? Ну, кто знает. Будем надеяться. Будем надеяться. Шансов мало. Но вечером мы знаем. Спасибо. Thank you. Спасибо.